камера видеонаблюдения с AliExpress, магазин Anpvis Security. Это полный заменитель Hikvision. HK-серия, камера, которая заменит вам камеру Hikvision. Полностью заменит по функционалу, по качеству картинки, по всем моментам. Полностью совместима со всем софтом, со всеми приложениями, со всем оборудованием Hikvision-овским. Как это? Видеорегистраторы, программа на компьютере, на смартфоне, Hik Connect. Все с этим камера работает. Поэтому, кто ищет камеру Hikvision, смело можете переходить по моей ссылке и заказывать ее сейчас на AliExpress. Какой еще огромный плюс? Это небольшая ее стоимость по сравнению с такими же камерами Hikvision. 8-мегапиксельная камера, модель, наверное, очень мелко. IPC B1083 VDS. 2,8 мм объектив установлен. Серийник, ее дата изготовления. То есть все здесь есть, вся информация. Хорошая упаковка, как видите. Силикагель присутствует. Пакетик есть. Различные инструкции по подключению, как, что. Указано приложение на смартфоне для работы с камерой, удаленного отслеживания камеры Guardian Vision. Вот такой вот домик морской волны цвета. Так есть он на всех магазинах Apple Store, Google Play Market. В комплекте крепежный элемент, муфта на RJ45. Камера работает по кабелю и поя встроенный имеет. Инструкция на английском языке. Последняя страница. OnVIF протокол камера имеет. И это тот универсальный, я смело могу назвать, универсальный вариант камеры, которая может работать не только в системе Hikvision, а также в системе Dahua. И если вам нужна нормальная картинка, вот вы хотите хорошую камеру с хорошим разрешением, с широким углом, эта камера подойдет вам также и в вашу, например, XMI систему видеонаблюдения, в которой у вас находятся XMI-евские камеры и XMI-евский видеорегистратор. По OnVIF протоколу камера добавится на регистратор и будет работать, будет писать видео, то есть тревожные моменты будут с нее писаться. Камера имеет встроенный микрофон и эти камеры имеют хорошую дневную, так и ночную картинку. Шаблон для разметки крепежа. Камера имеет пластиковый корпус. Вот это что белое, все пластиковое. Ну, пластик уже проверенный. В камерах идет. У меня некоторые камеры уже по 10 лет работают. Что может быть, какой момент? Просто пожелтение может быть. Через какое-то время потемнение пластика. Мороз, жара, ничего с ним не случается. Один раз ты настроил, ты не каждый день будешь вмешиваться. И стоит он себе, не приносит никаких проблем. Вот эта часть металлическая идет, на которую смонтированы все элементы, все модули, все здесь смонтировано, поэтому она идет металлическая, как отвод тепла, потому что ИК светодиоды, матрица с процессором, происходит нагрев, вот это вот металл. Также имеется слот для карты памяти, сейчас откроем, посмотрим, и заявлено, что поддержка карт памяти до 256 гигабайт, это очень хорошо. Камера имеет формат сжатия H265, поэтому видео с нее не занимает много места на карте памяти. На 64 гигабайта будет в самый раз. А кому нужно больше, ставьте 128, ну как вариант, 256 по максимуму. Кнопка сброса есть. Нажимаем, удерживаем, сбрасываем камеру, в случае чего к заводским установкам. На 32 поставлю. Карта памяти может быть не обязательно какого-то производителя. Желательно, чтобы класс скорости был не меньше 10. Устанавливаем. Есть отметка, как ставить до фиксации. Здесь герметичная прокладка имеется, все герметично. Напишите, кто с Hikvision связан, на какую модель Hikvision эта камера похожа, судя по характеристикам, ну и внешнему виду, возможно. Наличие слота для карты памяти говорит о том, что камера может работать как полностью самостоятельное устройство. Ей не потребуется видеорегистратор с жестким диском для хранения информации. Она может сохранять информацию непосредственно на карте памяти. Также облачный сервис имеется.
Ты можешь заходить на нее удаленно из любой точки мира через интернет, через смартфон, через приложение, открывать карту, смотреть все, что на ней записано, также со звуком все прослушивать. Многие спрашивают, сможет ли она работать и писать на карту памяти, и одновременно писать на жесткий диск видеорегистратора, или на сервер, или там на компьютер. Может, ты запустил программу на компьютер и сохранил папку для хранения с этой камеры. Все возможно. Может она одновременно писать на несколько носителей. Подключение, конечно, по POE, но также есть вариант, ну да, и 12-вольтового есть вариант подключения. Стоит такая вот заглушка герметичная, по сути, да. По POE, по одному кабелю, по 48 вольтам подключаем камеру. Если у тебя есть дома POE видеорегистратор или POE коммутатор 48 вольт, у тебя дома система POE, у тебя вопросов вообще нету. Камера идет без блока питания. Тот вариант, когда у тебя есть выбор, или же докупить блок питания для одиночного подключения камеры, например, вот такой 48 вольт 0,5 ампера на одну камеру. Разъем LAN, разъем POE. От роутера кабель приходит на камеру, кабель уходит до 100 метров, а может и больше, все в зависимости от кабеля, от блока питания. Такой вот блок питания. Если это у нас розеточный вариант, этот вариант у нас с кабелем подключения. Также 48 вольт 0,5 ампера. Есть более мощные варианты. Кабель на камеру подключаю в разъем POE. По одному кабелю идут и питание, и данные. И кабель от роутера, другой конец подключен в свободный разъем роутера, свеча, что там у тебя. Подключаю в разъем LAN, блока питания. Подключение у нас уже произведено. Осталось нам включить блок питания в розетку 220 вольт. Что я и делаю. Так, здесь никакой индикации нету на разъеме. Сэкономили. Если у тебя видеорегистратор в домашней сети, то ты уже знаешь, как камеру искать. Открываешь поиск, находишь, добавляешь на свободный канал, вообще вопросов нету. Если у тебя POE видеорегистратор, то камера у тебя к нему подключена напрямую, и уже у тебя на мониторе с камерой картинка. Если у тебя ничего этого нету, и ты к приложению хочешь камеру подключать, вот такое подключение на столе сделал. И потом Guard Vision приложение зеленое здесь, зеленый дом такой. Открываем, проходим регистрацию, недолго, как в обычном приложении, сейчас все однотипно. Новое устройство. Сканировать QR-код, ручное добавление онлайн устройства. Давайте сканировать QR-код, окей, разрешить камеру. И сканируем вот этот вот. Да, разрешить. Выбираем, что можно добавить. Здесь и маршрутизаторы у них есть, и различные даже вот фонари с управлением с удаленным. Нифига себе. Есть также регистраторы именно этой системы, к этой системе. Поэтому можно и видеорегистратор. Камера проводная у нас. Все подключено. Установите пароль. Задал свой пароль. Принять условия. В домашней сети камера нашлась приложением без проблем. Но это только в домашней сети. Вот под внутренним IP-адресом ты можешь на нее заходить и смотреть. Но это ж не прикольно. Нужно же заходить через интернет. И здесь вступают приколы вот эти с безопасностью Hikvision-овской, которой нужно получить код верификации. Как это сделать, показываю. Заходишь по внутреннему IP-адресу на Google Chrome в веб-интерфейс камеры. Шифрование, верификации, короче. Сеть. Вот, сеть, открываете сеть, раздел, доп. Настройки, открываете доп. Настройки, платформы доступа, включаете, здесь галочка, скорее всего, будет выключена, включаете, вводите свой код, сами придумываете, тут все у вас прописано. И жмете сохранить. Этот код запоминает. Далее жмем плюс, сканировать QR-код, сканируем QR-код с ID камеры, добавить. И вот этот код верификации, который вы создали. Далее ОК. Добавление выполнено. И это уже хорошо. Микрофон можете включить, можете выключить. У нас появляется теперь возможность камеру смотреть в домашней сети. Удаленно она не будет доступна. Переключился на мобильный интернет. Пошел уже недоступно, а доступен вот этот вот вариант удаленный. Здесь больше возможностей. И просмотр камеры идет со звуком. Все, ты можешь здесь и заходить на карту памяти. То есть останавливать картинку, выключать звук, SD, HD качество разные, 3 вида качества ставишь, все в зависимости от интернета. То есть
Приложение нормальное, русифицированное, проблем, в общем-то, не возникнет у тебя с ознакомлением настройки. И по настройкам там все в подробностях. Что хочешь, что можно посмотреть, поменять пароли, безопасности. Все здесь есть. Не будем на этом заострять внимание. Каждый это может сделать. Мой XMI-евский видеорегистратор определил камеру в домашней сети. Уже адаптация под мою домашнюю подсеть произошла. DHCP в камере включено. То есть один раз кабелем подключил и не надо никаких настроек. Определил ее как Hikvision. На свободный канал я добавил ее. Запаролил сразу. В приложении требуется пароль. И поэтому видеорегистратор также запрашивает пароль с камеры. Именно тот пароль, который ты присвоил камере. Картинка просто суперовская. Детализация на высшем уровне. 8-мегапиксельное разрешение при 12-15 кадрах в секунду. Формат сжатия H265. При вот таком вот цифровом зумировании можно на хорошее расстояние что-то приблизить без особой потери качества. Вот в чем заключается преимущество большого разрешения, камер с большим разрешением. Учитывая то, что здесь установлен объектив 2,8 мм и мы получаем широченную картинку, при этом объектив не сильно портит качество. Запись, видите, сейчас не ведется на жесткий диск видеорегистратора. Я уменьшил область. Вот эту область я исключил, где движутся автомобили. И это все я сделал с видеорегистратора. Там сейчас движение есть, камера не пишет. Полной совместимости нету с видеорегистратором, там, по людям, по автомобилям. Зашел человек в зону ответственности, ту, которую я поставил, и камера ведет запись на жесткий диск видеорегистратора. Не различает видеорегистратор с камеры предметы, там автомобили или люди, это пишет по всем именно вот движениям, но именно тревожная запись на видеорегистратор возможна. Захожу в смарт-оповещение на 16 канал, просто тревогу включили и установка области. Видите, я исключил вот эту область. И что интересно, это у меня получилось с видеорегистратора сделать. Также сменять разрешение на камеру, уменьшать можно с видеорегистратора. Сейчас зайдем, покажу вам сразу это. 16 канал. Можно уменьшать разрешение, если это вам нужно. И также формат сжатия камера двухформатная. 264 по сути и 265 по умолчанию в 265X стояла. И именно с видеорегистратора я переключил. И это у меня видеорегистратор ни одного производителя. То есть не Hikvision-овский, не Dahua-овский. А с видеорегистратора Dahua и Hikvision большая еще есть совместимость работы этой камеры. Там по людям будет, все у вас эти моменты будут. Показываю вам, как работает эта камера по OnVIF протоколу с видеорегистраторами других производителей. Зашел на веб-интерфейс камеры в Google Chrome. И вы можете видеть, что также изменилась область в настройках по событию. Ту, что я область исключил на видеорегистраторе, также и здесь произошла настройка. По человеку, по автомобилю имеются моменты, ты можешь настраивать здесь, а получать уведомления уже по настройкам в приложении на смартфон Guard Vision. И также с смартфона можно какие-то там настройки вносить, но в основном все происходит именно с веб-интерфейса камеры на компьютере. Все глубочайшие настройки по сети, по системе, как в общем-то Hikvision-овская камера у тебя в веб-интерфейсе. Очень классная дневная картинка с камеры, наверное, одна из лучших из тех, что я встречал за все время, что делаю видеообзоры камер видеонаблюдения. Работает по человеку и по автомобилю. Если вы снимаете галочку с автомобиля, чисто по человеку работает, исключает человека, работает по автомобилю или все вместе. Что вам нужно, то и ставите. Классное, четкое разрешение менял. Вот в 5 мегапикселей поставил, добавил кадры в секунду. Поставил 20 кадров в секунду. Картинка становится более плавная в движении людей, автомобилей, более реалистичная. Если тебе нужно разрешение больше, чем кадры в секунду, ставишь 8 мегапикселей, ну тогда по максимуму получаешь только 15 кадров в секунду. Тут уже у тебя есть выбор. Также ночная картинка просто супер. Вот слов не хватает. Реально
классная, качественная ночная картинка при включенном экофильтре в черно-белом режиме. Есть возможность, и это уже не удивительно, с приложения включать-выключать светодиоды и также менять их яркость. Как белого свечения, так и инфракрасного. Или же выключить вообще. Есть возможность поставить по движению включение белых светодиодов и переход в цветной режим. В цвете с дополнительными подсветкой, вот с ее желтыми светодиодами, вроде бы они, ну, с виду так глаз смотрит и не скажешь, что они сильно яркие, но за счет хорошего светосильного объектива и светочувствительной матрицы камере хватает этой дополнительной подсветки желтой, и она отлично видит даже в сырую, в мокрую погоду черный асфальт и темные вокруг предметы. Также можешь оставлять в цветном режиме и вообще выключить белую подсветку, если есть дополнительный свет, освещение уличное, ночное, фонари яркие, то камера будет в цвете работать отлично ночью, без дополнительного освещения в камере. Картинка не сыпется. Вообще отлично. Вот ночная картинка, вообще супер. И это не Sony матрица, как заявляют, они установлено. Но уже до того доведено это все. Хороший объектив подобран, хорошая светочувствительная матрица, светочувствительность у нее повышена. И камера выдает отличную картинку ночную. Просто смотришь и очень-таки классно. На большое расстояние она не работает, потому что это 2,8 мм объектив широкоугольный. Подсветки ночной хватает, как заявлено, на 30 метров. Но так примерно оно и есть. Может работать включение по человеку и по автомобилям. Если ты, опять же, исключишь автомобиль, то чисто по человеку будет включать свет и переходить в цветной режим. Или же по автомобилю. Исключил человека, люди ходят, камера не светит. Подъезжает автомобиль, камера переходит в цвет и включает желтые вот эти светодиоды. Хорошо будут различимы номера, не будут засвечены номера в этом режиме. Камера будет их хорошо различать. Много полезностей в этой камере, и это тот вариант Hikvision. Hikvision Dahua, вот ты хотел Hikvision Dahua, сомнения у тебя, стоит ли брать за такую стоимость, за большую. Эта камера бюджетный вариант, но с таким же качеством, я не знаю, ну, может даже и лучше. Потому что тестировал я и Hikvision, и Dahua, но так они меня не удивляли, как вот этот вот вариант камеры. Ссылку я оставляю, обязательно переходи в свою систему, заказывай, проверено, работает и очень классно. Ну и у кого, вот как у меня система XMI или какая-то другая видеонаблюдение, и тебе нужна просто камера на ответственное место с хорошим качеством, с хорошим разрешением, с хорошим качеством дневной и ночной картинки. Ты не можешь найти такую, например, XMI-евскую камеру. Вот эту камеру берешь, подключаешь, настраиваешь область сработки, все будет отлично работать. Камера в продаже в Украине по цене AliExpress, кому нужно. Заходи, этот проверенный вот вариант, отдам тебе по цене AliExpress. Подписывайся на Telegram, там с вами общаюсь. Все полезные ссылки в описании под этим видео и в закрепленном комментарии. Всем удачи, до следующих видео.